Друзья, ставим лайк и подписку, сегодня реально важный выпуск. Ну а мы начинаем наш выпуск новостей кратко о главном. 2 человека погибли и еще 2 пострадали в результате удара русских военных преступников, управляемой бомбой по магазину в Сумской области. Энергетические объекты и 2 жилых дома повреждены в результате атаки российских БПЛА в Одесской области. Украинские силы обороны нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по России. 32 украинских БПЛА атаковали Москву. Более 200 рейсов отменены или задержаны. Самолеты не заходили в воздушное пространство. В Калужской области в нескольких населенных пунктах пропал свет и интернет. По Воронежу нанесен ракетный удар. В отдельных районах города наблюдаются перебои со светом и водой. Белгород в блэкауте. Город под массированным обстрелом. Сообщают о прилетах по Белгородской ТЭЦ. Дорогобуж в Смоленской области минимум 4 БПЛА успешно атаковали ПАО «Дорогобуж». ПАО «Дорогобуж» – один из крупнейших производителей минеральных удобрений и химической продукции. 5 цехов завода «Акрон» остановили работу после ночной атаки в Великом Новгороде. ПАО «Акрон» – производитель минеральных удобрений и промышленной продукции. В продукцию компании входит в том числе аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение и в гражданском, и в военном секторах. Дроны СБУ поразили буровую платформу в Каспийском море, принадлежащую Лукойл Нижневолжскнефть. Остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин. Также дроны СБУ Sea Baby подбили еще один теневой танкер «Дашан», принадлежащий российскому теневому флоту в Черном море. Судно под флагом Коморских островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала Новороссийск с выключенным транспондером. И к международным новостям. Трамп дал комментарий, касающийся его так называемого мирного плана. Вот что он сказал. «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Мы обсуждали Украину достаточно резким языком. Мы ждем ответов перед тем, как у нас будет прогресс». Вопрос журналиста. Вы говорите об очень коротких сроках. Можете объяснить это? Я думаю, у нас были некоторые разногласия о людях. Мы сказали, что перед тем, как мы поедем навстречу, мы хотели бы знать некоторые вещи. Они бы хотели, чтобы мы поехали навстречу в Европе на выходных. Мы примем решение, исходя из того, с чем они вернутся. Мы не хотим тратить время. Иногда вам нужно дать людям время подраться, а иногда нет. Вопрос журналиста. Вы сказали, что Зеленскому нужно принять какие-то вещи. Что именно? Я думаю, ему нужно быть реалистом. И мне интересно, сколько еще должно пройти, чтобы они провели выборы. У них очень давно не было выборов. Скажу от себя. Зеленский предложил провести выборы, если США обеспечат на 90 дней прекращение огня. Но Трамп как будто этого не слышал. Боже, какие же чудеса делают пленки Эпштейна в руках Кремля с самой сильной страной мира. Вот реакция хоть немного адекватного западного политика. Генсек НАТО «Мы следующая цель России». По словам Марка Рютте, Путин снова пытается строить империю, а без поддержки Китая Россия уже не смогла бы вести эту войну. Генсек НАТО назвал Китай спасательным кругом Кремля. «Мы должны быть готовы к масштабу войны, которую пережили наши деды и прадеды», — добавил он. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. До новых встреч!